Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, где мы с вами готовим быстро, вкусно, красиво, главное полезно, экономно. И если вы любите так же готовить, как и я, тогда вы на правильном канале. Дорогие мои друзья, мы сегодня с вами спечем бородинский хлеб. Это мой любимый хлеб. И здесь, в Европе, его нигде не купишь, кроме как в каких-то там, в Дании вообще нет вот таких восточноевропейских магазинов. Один какой-то есть, до него нужно ехать 3 часа. Короче говоря, не удалось, нету у нас такого, как говорится, счастья. Но я особо за нашими продуктами восточноевропейскими не скучаю. Но вот бородинский хлеб я очень и очень люблю. И в Дании я не могла найти обыкновенный солод. И вуаля, мне это удалось. Я уже начала закупать у каких-то там производителей, которые поставляют для пекарень, для булочных. В общем, я нашла солод. Но опять же, хлеб наш должен быть вкусным и полезным. И я долго экспериментировала и, наконец, нашла очень и очень удачный рецепт для вас. Ну что, мои хорошие, начинаем готовить. Для того, чтобы приготовить наш сегодняшний хлеб, нам с вами понадобится миска для взбивания, миксер, силиконовая форма, силиконовая лопатка, маленькое полотенце и из продуктов питания немного растительного масла, 200 грамм натурального йогурта или кефира, 3 столовые ложки овсяных отрубей, 3 столовые ложки с горкой ржаной муки, 1 чайная ложка ржаного солода, 1 чайная ложка псилиума, то есть клетчатки, 2 яйца, соль, чайная ложка соды, я здесь тоже все смешала. Можно немножко добавить меда или подсластителя. И специй мы возьмем кориандр, буквально вот четверть чайной ложки, кардамон, тоже по вкусу, и тмин, молотый тмин у меня. Вот такие вот специи и продукты нам сегодня нужны будут для нашего бородинского хлеба. Ну а теперь давайте делать тесто. Первым делом мы должны с вами в наш йогурт или кефир добавить чайную ложку соды и буквально 10 секунд, может быть 15, посмотрите по своей микроволновой печи, подогреть, для того, чтобы сода вошла во взаимодействие с нашим кисломолочным продуктом и тесто быстрее подошло. Посмотрите, у меня в микроволновой печи сода вместе с йогуртом была 25 секунд. Видите, как поднялась эта масса, все компоненты вошли во взаимодействие. Она стала в 2 раза больше, чем была. Теперь выливаем ее в нашу миску для взбивания. И добавляем к ней другие сухие ингредиенты. Я всыпаю овсяные отруби, ржаную муку, псилиум, ржаной солод и специи. Кардамон, кориандр, тмин. Сейчас я просто ложечкой немножко вымешаю, и потом мы это все попытаемся взбить миксером. Все прекрасно вымешивается, видите. Хлебушек такого цвета будет, как нам нужен, бородинский. И вот теперь у нас такая густая масса, и мы в нее добавим наши яйца. Сейчас самое время попробовать тесто на соль. Мне кажется, нам нужно немножко присолить. Я добавляю чуточку соли. Теперь отправили сюда яйца и понемножечку взбиваем. И можно добавить в это тесто немного, буквально столовую ложку масла, любого растительного, какой у вас есть. У меня какое-то миндальное или ореховое, я не знаю, нашла. Вот такая у меня бутылочка красивая. Вставляем ее и еще раз взбиваем. Тесто получилось вот такой консистенции, видите, оно не крутое. И теперь мы должны дать постоять нашему тесту минут 10, для того, чтобы псилиум растворился, чтобы все наши вот клетчатка и все остальные ингредиенты, они вошли во взаимодействие и немножечко даже так приподнялись, набухли, да, поднялись.
И через 10 минут мы с вами опять встретимся. Смотрите, тесто постояло буквально 7-10 минут, и оно уже такое вот поднялось и стало более густым. Теперь самое время спрыснуть нашу форму для выпекания и переложить тесто в нее. Спрыскиваем, чтобы ничего у нас не прилипало. И выкладываем. Все как обычно. Теперь тесто немножечко разравниваем так лопаткой и даем ему еще раз подняться. То есть оно должно постоять при комнатной температуре, может быть даже в каком-то теплом месте, еще минут 40. И потом я поставлю его в духовку на 180 градусов минут на 40-50. И, конечно же, покажу вам результат. Вот такой у нас получился хлебушек, он небольшой, то есть на двоих на один раз хватит. Сейчас мы его с вами разрезаем, и посмотрите, какой он прекрасный, какой он пропекшийся, видите, хороший, корочка хрустит. Вот такой настоящий бородинский хлебчик, очень хороший и пахнет совершенно по-настоящему. Если вы хотите более высокий хлеб сделать, то, соответственно, вы должны спечь этот хлеб. Просто-напросто взять двойную порцию всех ингредиентов. Но я очень и очень довольна, что наконец-то мне удалось сделать такой вот настоящий бородинский хлебчик, который можно кушать с любыми нарезками, паштетом, слабосоленой семгой, с салатиками. В общем, я довольна. Только что я на ваших глазах отрезала кусочек своего бородинского хлеба, и вы видели, какой он получился консистенции. Очень мягкий, хорошо пропекся, с хрустящей корочкой. И я очень и очень довольна своим результатом. Но повторюсь, если вы хотите, чтобы ваш хлеб был повыше, то, соответственно, сделайте просто-напросто двойную порцию всех ингредиентов, у вас будет настоящий хлеб. Я попробовала, мне понравилось, и в следующий раз я буду, естественно, выпекать уже большего размера, двойную порцию. Все очень вкусно. Пробуйте обязательно тесто на соль, на вот эту сладость, если вы хотите. Можно добавить или же какой-нибудь сахарозаменитель, или же лучше, конечно, натуральный меда, чуть-чуть, буквально капелюшку. Или же, как я добавляю, яблочное пюре, это точно так же будет придавать сладость вашему хлебу. Дорогие мои, не бойтесь, экспериментируйте вместе со мной. Пеките и ешьте эти полезные хлеба, в которых нет совершенно вот этой муки высшего сорта, этих быстрых углеводов. Так что оставляйте свои комментарии, как у вас получился мой хлебушек. И спасибо, что и сегодня были у меня в гостях. И до новых встреч, до новых вкусных, полезных рецептов. С вами была ваша Виктория. Пока!